Всем привет! Мы продолжаем проходить Fatal Frame 4. Значит, в прошлый раз стрим пришлось прервать, потому что игра вылетала. Оказывается, что это был баг. Когда заходишь в одну комнату и берешь один предмет, у тебя вылетает игра, и все дело в русификаторе. Этот предмет находится, это 6 глава. Этот предмет вот в этом шкафу. Там пару журналов и какой-то ключик, по-моему. Вот. Игра отсюда вылетает. Все дело в русификаторе было. Поэтому мне пришлось переустановить игру, переустановить русификатор. Вот. Слава богу, что сохранения остались прежними, поэтому мы продолжаем проходить. Поехали. Так. Сохраняемся. Вот только куда мне? Так, ну ладно, давай попробуем вот дальше пройтись. По идее, мы сейчас уже 2 ключика собрали, да? Ну-ка, проверяем предметы. Как они выглядят, эти ключи? Упс. Ладно. Просто походим по 3-му этажу, посмотрим, может быть, что-то найдется еще. Тут полезно, в принципе, гулять. Хоть этого не очень хочется, но иногда это дает свои плоды, и ты что-нибудь полезное находишь. Так, вот что-то уже есть. Это мы берем. Оп, 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 мое. Камень духа. Так, давай посмотрим по прокачке. Сколько у нас вообще камней? 61. Когда я успел? Максимальная мощность. Чувствительность хранения. Ну, давай хранение прокачаем. Все. По чуть-чуть, в общем. Так, и у нас вот тут 15 собралось. Ну, давай по очереди просто будем прокачивать это дело. Думаю, пригодится. У нас, по-моему, сейчас прокачивается камень замедления духа. Ладно. Тут все равно, по-моему, особо идти-то некуда. Ну, комнатка вот эта прям интересная, такая готическая вся. Вот в шкафу есть что-нибудь? Нету. Угу. А в гробах что-то появилось? Угу. Так, окей. Значит, в принципе, третий этаж у нас пройден. Проверяем. Да, эта комната тупиковая. Сюда можно зайти еще. На всякий случай. Или это лифт? Это лифт. Сейчас посмотрим, короче говоря, работает ли у нас 4-й этаж. А вдруг он открылся. Если нет, тогда потопаем на 2-м погуляем. Может быть, даже на 1-м. Благо, что тут не очень большой особняк. Так, вот эта комнатка. А, ну да, это маленькая эта комната, это лифт. Я помню то, что по сюжету я выходил вот оттуда, с того коридора, и как-то все, связь оборвалась. Опять нить потеряна. Сейчас посмотрим. Может, в лифте даже кто-то есть. Почему бы нет? А вдруг? Мы так сразу приготовимся. Никого. Давай кнопочку 4-го нажмем. Нет ответа.
Окей, тогда пошли на второй. На второй. Где ж те предметы, файлы? Я собирал 2 ключа. Но не таких. Они какие-то уж очень простые. Там были нарисованы цветочки, что ли, или что-то такое. Файлы, но не могут же они тут быть. М-м. Так, это обучение. Вот, по-моему, дневник Саяки. Вот такие вот на ключике были цветы. Ладно. По идее, где враги будут... Вот. Ее не убить. От нее надо бежать. Пикаем тогда на первый этаж. Ай-яй-яй. Ну вот потом куда бежать? Пойдем в сторону столовой. Все, вроде отстал от меня. Так. Теперь, наверное, надо попробовать вернуться назад. Ну, классика же, ну да. Да, да. Надо сходить туда, где она появилась. Я думаю, прокатит. Ага. Где-то что-то находится. Поднимаясь по лестнице. Подожди. Какой-то предмет есть. Вот за стенкой, в принципе, есть такой столик там или что-то такое. Какая-то кладовочка маленькая. Вот, может быть, там этот предмет. Нет. Его тут нет. Не оно. Блин, а где же он тогда? Может быть, на светильнике? Вот самое максимальное свечение где-то вот тут. Наверху? Нет. По-моему, этот предмет уже не первый раз горит. Я его не могу найти. Вот в углу. Тоже не то. Ладно. Не хочет он подсвечиваться никак. Пойдем, в общем, туда, где она вылезала. Что это за тетя вообще такая? Подожди, может быть тут где-то наверху? Угу. Вообще никак. Ладно. Давай вот мы сюда сходим. Тут у нас балкон. Да. В принципе, уже все, что можно, было собрано. Тут у нас тоже никого нету. Ладно. И дальше по коридору.
Все-таки, если она там появилась, да выходи. Вот, если она тут где-то появилась, значит мне сюда. Она же в прошлый раз, когда появлялась внизу, там на улице, возле бассейна, в принципе, я вниз туда и спускался. Угу. Ну, это выход в основной коридор. Как вариант, она может быть что-то в холле у нас. Нет, подожди. Давай уже до конца добежим до второго этажа. По второму. Вот в эту комнату они полюбляют что-то запихать постоянно. Тут кто-то нападает на меня. Комната медсестер. Угу. Тоже ничего. Куда, интересно, эти ключики-то запихивать? Причем я их даже найти не могу в инвентаре. Может, они... Ну, может быть, они не сюжетные какие-то. Итак, здесь у нас комната девчонок, да? Ну, дверь плотно закрыта. Сгнила, невозможно открыть. Давай так. Здесь у нас подружка сидела. Звук изменился, какие-то голоса добавились. Все равно никого нет. По звуку неприятная комната, надо валить отсюда. Ну, в этой комнате что-то давненько уже ничего такого полезного не было. И вот эта комната бешеные девки, да-да-да, которые там кукол коллекционируют, точнее запчасти от них. Там еще один маленький проход есть, помню. Тут тоже какая-то пустота. Ладно. Через чулан. Вот эту кровать Сайлент-Хилловскую. Тоже по звуку максимально противная комната. Так, ну и да, здесь тупик. А нет, еще одна дверь. Кстати, по-моему, в этой комнате я что-то не мог поднять. Но уже нету этого предмета. Или я его поднял. Ладно, не суть. Ну вот по кругу я и пробежал. Ладно, пойдем ниже. А, это опять то же самое, понятно. И у нас еще, получается, остается подвал. В подвал у нас заход только вот тут, по-моему. Угу. Подожди, рано. Мы сейчас зайдем. Вот прям хочется холл осмотреть. Вот там вот, где большая такая лестница была. Это у нас проход в столовую, правильно? Нет, это на улицу. И закрыто. А, вот и нашлось. Короче, мне сюда. Давай.
что-то появилось на фотографии, дыра в полу. Я знаю эту комнату, я там была. Все, я понял даже, куда идти. Вот как раз надо топать в ту сторону, где вот я сейчас дверь открывал. Там, где у нас управление электричеством было. Комната. Где мы там что-то какие-то рубильники перещелкивали. Короче, туда. Но еще в ту комнату можно попасть через улицу, вот где бассейн. Здрасте. Блуждающая женщина. 2000 за нее дали. Меня не убьют сейчас. Но, в принципе, сохранение было не так давно. Верните цветность, во, наконец-то. Не помню, какой из этих дверей дыра в полу. Вот тут? Да, вот тут. Это надо... Нет, это не надо фотографировать. Изучить. Не знаю, я бы не пихал на ее месте руки во всякие большие отверстия. Ну ладно. Железный ключ. Нашел старый ключ под полом. Нашла старый ключ под полом. На ней написано соединительный проход. Что с чем он соединяет? Вашу мамашу, кто там? Здрасте. А что медсестра тут делает? Медсестра на вахте. Это ж комната электрика. Ну, тут что-то, какой-то шарик появился, и даже два, по-моему. Что происходит? Ах ты, падла! Так, это что-то новенькое, кстати. Это что-то новенькое, чтобы ты поднимал предметы и тебя за ноги таскали. Ладно, лупим. Бля, на Fatal Frame второй не попал. Криво тетя стояла. Где она? За стенкой, классик. Пойдет. И осталось-то еще пару раз треснуть. Так, ну чё, где он? Тетя? А вот. А вот и тетя. Угу. И сразу вынес ее с одним шариком. Отлично. Так, меняем пленку. С ней хоть что-нибудь выпало? Нет, тетя была пустая, как бубен. Так, ну, сейчас-то не должны уже, по идее, но все равно будем аккуратны. Чик. Объектив удара. Выдувную линзу вы получили. Но это трудности перевода опять. Не выдувная, скорее всего, это просто взрывная линза. Где бы столько камней найти, чтобы эти линзы прокачать. Записки дежурной медсестры. Сегодня никаких изменений, она все еще крепко спит. Вот что меня пугает, как она может быть еще жива в таком состоянии? Я украдкой взглянула на мозговую волну и графики частоты сердечных сокращений на столе у врача. Я знаю, что она жива за этой дверью, но глядя на эти цифры, не может быть, что это было правдой. Тем не менее, это чувство, что она в один прекрасный день проснется, беспокоит меня. Как медсестра, я знаю, что должна радоваться, когда мои пациенты выздоравливают. И все же мое сердце дрожит от страха. Страх, что когда она откроет глаза и откроет дверь, мир, как я знаю, рухнет вокруг меня. Что-то это все Silent Hill'ом пахнет. Со дня церемонии остров стал тихим, как могила. Никто не говорит об этом. Она все еще спит. Она должна спать, но я слышу ее голос. Она должна спать, но я слышу ее голос. Так много голосов.
Здесь так холодно, мне так холодно от этого чувства. Чувство, что дверь вот-вот откроется, и она проснется. Проснется, как на картинке. Я больше ничего не знаю, она должна быть мертва. Как она может быть жива в таком состоянии? Дверь. Дверь открывается. Она открыта. Окей. Так, подожди, еще что-то есть. Какой-то есть еще предмет. Видимо, когда был какой-то ритуал, и, значит, девчонка какая-то была центральной из 5. И, видимо, она больше всех стала демоном или что-то такое. Вот я так полагаю, что мы от нее и бегаем, которую нельзя убить призрака. Открыть. А вот как раз есть. Стой, не заходи. Как раз шарик открылся. Иди сюда. Кому в голову пришлось возле стеллажей вообще найти, как его? Вот, 30 штук. Кому в голову пришло рядом с открытой дверью ставить эту хрень, шарики ложить? Чтобы потом париться их доставать оттуда. Так, что качать-то? Давай заряд максимально прокачаем. И энергия духа. Вот. Потихоньку камушков-то наваливает. Еще получается, если это глава 6. Ну, короче, еще пол игры. Еще пол игры впереди, так что не исключено, что получится хотя бы у одного персонажа. Тихо, мне не сюда. Хотя бы от одного персонажа прокачать все. Будем надеяться, по крайней мере. Но опять же, еще смотря как круто получится локации пылесосить. Вот я о чем и говорю, то что иногда полезно немножко потеряться в игре и побегать по комнатам, прям все осмотреть, потому что иногда предметы возникают в самых неожиданных местах. Я, конечно, не про жопу главной героини, но не на одном и том же месте ты можешь найти много интересного. Так, давай, наверное, пленочки мы чуть закупим. Ну, вот так где-то. Чик. И пора бы вообще на зеленку уже потихонечку переходить. Духи-то начинают борзеть. И медицины. Одну использовал, 2 возьму, короче. Вот 40 тысяч у меня еще в загашнике. Сохраняемся. А ключ мне дали вот от той большой двери. Пошли туда. По-моему, там всегда было открыто. Точно не помню, что за проход. Вроде это столовая была. Я тут не был. Это что-то новенькое. Сразу какие-то предметы есть. Вот прям тут на пятаке. Стой. Блин, вот в этом плане предметы мышкой, по-моему, вычислять чуть попроще. Геймпад как-то немножко дерганнее получается. А тут не витрина разве? 10 камней. Так, подожди, а у меня еще там было. Используют для все доступные очки духа, чтобы сделать сверхмощный выстрел.
И он сразу же прокачанный. Вот этот, наверное, я не буду качать. Я буду вот этими тремя пользоваться. Так, короче, желтенький и вот эти вот два. Фиолетовый мы не ставим. Так, давай мы его тогда влепим. Вот так. Вообще балдеж, я думаю. Это, значит, замедляет. Этот мощный выстрел просто, но он слабенький. Этот замедляет, этот прям вообще сильный. Фиолетовый. В течение определенного времени при использовании. Ну, то есть на время, но тут не всегда можно во времени попасть. Это надо очень классно лупить с фотоаппарата, но, к сожалению, это не всегда хорошо получается. Большая деревянная доска с выгравированным узором в виде пламени. На этикетке написано гравюра Рагетсу. Должно быть это традиционное основное искусство. Что там издается, мы спускаемся потихоньку в то место, где ритуал проводили. На выставке представлена гравюра с изображением пламени. Ну, это то же самое. Гравюры там этого ритуала. Валим наверх. Так, дядя, я готов. Да, вот такой вот штучкой его бахнем. Оп. Ну, такое. Опа, их двое даже. Это я вовремя отошел. А где второй? Вообще ни одного. Ай, мне бы назад отойти. Ай. Все, валим. Валим, кусают меня. В угол зажался и все. Но они сзади. Блядь, теперь... Как быть-то? Неожиданно. Давай, давай, оп. Хорош. Бежимте, бежимте. Может, в коридоре? Не, в коридор не пойду. Слишком узкая. Давай, поворачиваемся. Эй, не туда. О, давайте. Вот так вот, отлично. Стойте на месте. Вот так вот. Бам, двоих. Шикардос. А куда делись? Так, показывает, что они типа везде. Давай-ка мы полечимся травкой. А потом все остальное. Ай, бежит. Он там спиной стоит. А второй, дай-ка угадаю, внизу, да, где-то? Второго почему-то нет. Опа. Ну ты даешь, может. Все. -1. Или нет? Пока непонятно. Добил я того или нет? А где этот утырок-то летает? Да отпускайте меня. Нет, я даже этого не добил. Окей. Отстойно, когда их двое. Не успел. Потому что он решил побежать. Где он?
Бля, у него жизни-то осталось вообще чуть-чуть. Я даже не хочу на него пленку такую тратить. Все, а того Нет, подожди. Я того добил? Да, оказывается, того я добил в прошлый раз. Вот я думаю, что-то как-то один подох, второй не подох. Как-то странно. Так, одной травы, я думаю, недостаточно. Вообще надо было по-хорошему их щелкнуть как следует этим. Как вам? С применением линзы. О. Дай-ка мы так и сделаем. Вот так вот. Как жахнуть, чтобы аж зубы вылетели. Вообще балдеж. Ну тогда у меня все шарики улетят. Ну, в смысле, энергия. А если босс? Я не знаю, тут боссы вообще есть. Вот, по идее, боссом была тетка с коляской. Я тут был. Боссом была тетка с коляской, и как бы все. В основном враги рядовые какие-то попадались. Ну, доктор еще. Ну, он такой. Литовенький. Доктора мы мочили там. Раза 3, что ли. Они мне показали, что я, играя за мужика с фонарем, здесь ходил. И мне надо в самый низ. Там, где отодвигающая стена была, загадки про этот, какого, про цифры. Вот такое. Но хотелось бы вот здесь вот все обойти. Вот, уже какой-то предметик валяется. Иди сюда ко мне. Кто там? У кого-то позвоночник хрустнул. Опять за ногу схватили. Ваша мамаша. Там никого. Нет, он появится. Я уже приготовился драться, если честно. Насыщенная вода. Балдеж, слушай. Я ее как-то тут потратил внезапно. Так, ну, благо это все вот эти вот знакомые локации. Все. Ни предметов, что-то, ничего нет. Но хотя, по идее, не просто так они тоже бросили тут эту святую воду. Пригодится. Тут даже целую сценку организовали. С захватом ноги там и все такое. Все. С этим коридором все, да? Угу. И в основной. Ну там еще по прямой. Я вот не помню, там было закрыто или нет. Вот еще с левой стороны, кстати, предмет какой-то валялся. Сейчас уже, наверное, его нету. Что-то мы как-то быстро из, скажем так, гостиницы для девочек. Это не гостиница. Раньше. То, что раньше это была клиника, и потом переделали в гостиницу. Переместились в больницу. Как-то с корабля на бал, короче говоря. Так. И здесь у нас... Давай, короче, основной холл осмотрим. Через сохранение. Здесь ничего.
Вон там был проход еще. Вообще, по идее, меня ведут вот в ту сторону. Но зачем? Мы все должны осмотреть. Вот сюда сходим. То есть, играя за мужика, мы там уперлись в одну решетку, которую было не открыть. А теперь, наверное, она будет открываться. Так, стой. Может быть, этот коридор ведет к той решетке? Я помню там то, что ступеньки такие вниз были. А, вот, мы, получается, это какого? В регистратуре. За стеклом. Какой-то есть предмет. Где он? На полу? О. Что-то где-то появилось. А где этот шарик? Блин, он только что же... Я даже слышал то, что он появился. Где он? Он же не мог появиться с другой стороны. Ни хера не понял. Так. Изучить. Тоже не то. Тоже не то. А где предмет-то? Что-то как-то сегодня с поиском не особо. Может, правда он где-то за окошком? Бля, я должен его собрать. Давай попробуем за окошком посмотреть. Тут особо недалеко. Да, вот он где. Блин, а я хотя тут обходил. Почему? Почему она не это? Не подсветила этого? Ладно, хорошо. Пошли дальше. Ну туда еще раз стоит зайти в регистратуру. Возможно, там есть еще что-то. Так, чисто убедиться. Угу, все. Выходим. И картинки жуткие у них тут. Я только визуально вспомню эту лестницу, которая ведет в тот самый подвал. И что-то мне сдается, то что она вот прямо за этой дверью. Тут тоже ничего. Хотя это комната помощника врача. Я помню, тут с дядькой дрался. Любят они во всяких лифтах тебя закрывать. Призраком. Так. Это дверь. Да. Мне, короче, по сюжету сюда. Блин. Придется еще один небольшой коридор отбежать.
Серьезно, у нас тень появилась. Кстати, она не часто вылезает. Дай-ка я сохранюсь. Хорошо, что сделали такую фичу, что пробегаешь мимо фонаря, у тебя автосохранение идет. Так, здесь у нас с девчонкой тут я дрался, помню. О, свет дали. Да, тут штора шикарная, которая вообще все закрывает. Тут проход. Вот здесь с доктором мы дрались дважды. И вот там комната, по-моему, была тупиковая. Мужик ее не смог открыть. Стой. Предмет? А, нет. Показалось. Может, она его откроет? Нет, не может. Это какая-то, я не знаю, прям секретная комната. Тетка с ушками и тайная комната. Ладно, хорошо, тогда пошли, в общем, вниз. И, по идее, там должен как-то дальше сюжет развиваться. Ну, открывай. Я уже довольно-таки долго бегаю тудым-сюдым, и как бы игра не наказывает. В первой части бы начали бы уже давно тебя за ноги дергать и нападать. Тут еще игра позволяет тебе немножко затупить, запутаться и бегать просто так. Все равно считается, ну, не знаю, как остальным, мне лично вот первая часть, я считаю ее самой сложной. Там, во-первых, призраки быстро вылетают, за которых ты очки получаешь. Плюс еще у них боссы есть с определенными тактиками. Так, ну, давай на всякий сохранимся. Лишним не будет. Призраки, за которые, ну, в первой части призраки, за которые ты очки получаешь, вылетают быстрее гораздо, чем в других частях. Плюс еще боссы с разными тактиками. Так что первая как-то вот, по-моему, самая сложная. Так, направо или налево, по-моему. Да, направо регистратура. Ну, тут у нас была кабинет директора или врача, что-то такое. Вот тут загадки какие-то. Ну, да, тут загадка была числовая. Такой звук, как будто электричество работает прям. Какое-то. Так, и тут что-то есть в этой комнате. Ага, ну-ка. Тип 90, банк. Вот это добротная пленка. Она прям вообще с копыт выносит призраков. Единственное, что ее дают очень мало в игре. Еще какой-то есть предмет. В шкафу. Может, на олене. А до чего она тянется? И замок не сработал? Или сработал? Ну, по крайней мере, палка синяя исчезла. Не совсем уверен, куда точно надо идти, но давай откроем. Вдруг не сюда. Подожди.
везде музыка меняется, и непонятно точно, тебя сейчас замес ждет, или ты просто не в ту- ну, в комнату какую-то отстойную зашел. По идее, вот если ты спускаешься здесь, вниз, тут сразу же решетка была, она была закрыта. Там был врач. Ну, в смысле, призрак врача. И как бы все. Все, кнопочки не работают, да? Все. Пошли тогда, значит, в ту комнату, где у нас сейчас... Тихо. Что-то тут есть. Может, это за стенкой? Вот этот предмет. Ну, где он? Может, он правда за стенкой? Не знаю. Ладно. Ступеньки не подсвечиваются никак. Стоять, светить по 10 минут на каждую ступеньку тут такое. Кстати, а сколько у меня кадров пленки? 4 кадра. Лечилок бы докупить, конечно. Было бы вообще балдеж. Но... Возможно, сейчас уже и глава закончится. Давненько мы за детектива не играли. Что-то даже подобрать нечего. Ужасно выглядящие инструменты расставлены у изголовья кровати. Рядом с ними лежат шприцы, щипцы, скальпели, дрели и другие хирургические инструменты. Ну, понятно. Понятно, что ничего не понятно. Вот, кстати, мужик в таком шлеме, мы его только что убивали. Один из пациентов. А тут спуск еще ниже. Ну да. Угу. Тут как раз вот эта штука, дверь с ритуальной комнатой. Здесь, по-моему, мы закончили за мужика играть. Или она закрыта вообще была? Зачем такие узкие двери делать? Тут даже тянки ниже плеча. Так. А там проход куда? Доктор, это то место, короче, вот он лифт, да. Мужик, детектив этот лифт нашел. Кстати, странно, в лифте у нас табуретка стоит. Это комната, где нашли, не комната, а пещера, где нашли девчонок спустя там сколько-то дней после ритуала. Это место. Ну, оно ей знакомо, это понятно. Она была среди... Воздух. Как будто время остановилось. Я уже была здесь раньше. Нет, скорее, как будто я всегда хотела быть здесь. Это хорошо. Как будто я таю. Я же говорю, глава закончится. Что-то они вот доходят до этого места проведения ритуала, и сразу же как-то обрывается история. Так, ну давай самый низ перепишем. Это автосохранение. Ладно. Где я?
Почему я здесь? Чашира помнит, как приехал на остров по просьбе матери Руки и Саяки. Именно Чашира нашел 5 пропавших девочек на острове Рагецу 10 лет назад, когда он еще работал в полиции. Стоя перед лазаретом, Чашира видит Йо Хайбару, подозреваемого, которого он преследовал в связи с делом о многочисленных пропажах людей, произошедших на острове. Йо сын Шигето Шайбары, главы острова и директора лазарета Хайбары. Тут еще какой-то внизу текст, я не могу его прочитать. Йо удалось скрыться, и дело было закрыто, но Чашира не сдавался. Он сдал свой значок и стал частным детективом, чтобы продолжить поиски Йо Хайбары, который сейчас находится здесь, в лазарете. Может ли Рука тоже быть здесь? Интуиция подсказывает ему, что исчезновение Йо и лазарет Хайбары связаны между собой. И Чашира стоит перед местом, где он нашел 5 испуганных девочек много лет назад. А мы сейчас, получается, с детектива, да, будем играть на 7 глава. Чашира Киришима. Угу, вот он, алтарь. Руки здесь нет. Похоже, моя догадка была ошибочной. Подожди, он тут. Зеркальный камень, хорошо. Ну-ка, пойдем на алтарь посветим. Что-то тут есть еще. Где? Где появилась? Где появилась шарик-то? Не осилил. Да, тут предыдущий стрим пришлось еще посередине стрима прервать. В игре баг был из русификатора. Поэтому чуть-чуть побольше она времени займет. Так, вон этот шарик. Не оно, слушай. Где, блядь, он? Ну, осталось 4 главы еще. Я вот думаю, что Dead Island 2 потом в следующем запускать. Или что другое. Подожди. Какой-то есть предмет. Вот в этом районе. Подожди, а может быть... Не в воде, это точно. Вообще хер заметишь. Это кто из них? Какую-то из 5 девчонок тащит к алтарю. Окей. Я не помню, чтобы видел эту дверь, хотя выглядит довольно старой. Почему я не заметил ее, когда нашел здесь руку? Исследуйте, что находится за дверью. Ну, там явно будет какой-то мочило. К тому же сохранение он есть. Так, у дядьки есть немного денег. Чтобы что? Кстати, у него, я еще костюмчики у него не смотрел. Простая одежда. Да, пляжный прикид. С очками. Шляпа детектива. По-моему, она ему большая. Она какая-то неказистая впереди. Маска лисы. Ну да, ему-то точно она нужна. Как будто, я не знаю, она не на резинке держится, а как будто ее прибили. Ну, естественно, классическая шляпа. Вот, ну, точнее, фонарь вместо рожи. Что-то мужика не очень много костюмов. Пошли. Какой-то предмет есть. Так, а где он? Эй, Володя.
Ну так-то точно предмет мы не подсветим. Вот он прям тут горит. Там херак погаснет. Кстати, я тут... Здорово. Я тут недавно посмотрел есть же игра такая, кто помнит, на Сеге был Theme Park, а есть еще одна, не помню как называется, там тоже парк строить. Я вот думаю, может стримчик посидеть, как-то в нее полобать, помнить молодость. Парк аттракционов прикольный построить. Паркитек она называется. Я тут сегодня смотрел несколько видосов. Прикольно сделали. Не знаю я где этот... О, вот он предмет, ни хрена. Они уже начали их на стенки лепить. 10 камней. А что за лампочка, Елизарова? У меня энергосберегающие лампочки. Давай-ка мы, наверное... лунную энергию бахнем. Щель не очень большая. Она может обвалиться, если я пробьюсь через нее. Так о чем мы будем пробиваться или тупить? Нашел записку. Я не хочу умирать в таком месте. Я слышал истории. День спокойствия уже здесь. Говорят, тогда пришли какие-то люди сюда и их пощадили, но не в этот раз. Кто это сделал? Обряд нисхождения. Она здесь, эта женщина здесь. Я видела ее лицо, расцветшее лицо. Ее искривленное, скрученное, вывернутое, разрушенное лицо. Цветущее лицо, искривляющееся, ломающиеся. Проходим прилагательные. Улица Сезам, мать его. Искривляющиеся, ломающие. Цветение, закручивание. Цветение, сквернение. Окончание. Цветение, цветение. Это бред вообще написан. Выйдите, чего там? Куда там выйдете-то? Выйдите из первобытного прохода, рогец. Все, я в тупике, что ли? А, ну да. Ну, естественно, мне выйти никто не даст спокойно. Валим. Надо бы площадочку побольше, да? Ну-ка, товарищи. Вот так вот. На, не успею бахнуть. Вот так вот, как тебе? Ну, классика, а не за стенками. Но только где? О, нашлось. А тут один мужик или нет? Бля, вот любят они в коридоре тебя запихать с призраком. Чем уже, тем лучше. Так, -1 точно. Все. Балдеж. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Но все равно у мужика самый прикольный фонарь, я думаю. Во-первых, не надо тратиться на пленку. Во-вторых, практически все прокачано. А лифт угнали. Значит, здесь находится кабинет директора. В конце концов, он был причастен к исчезновениям. А что, он в эту мелкую дырку не полезет? Ну да, не камильфо. Здравствуйте. Трое. Все в масках, кстати.
Надо как-то спускаться. Мне бы линзу какую-нибудь прикольную. Но вот это что-то не действует. Так, и все, у меня заряд кончился. Будем бегать. Там-там-тарадарадан. Мне надо сейчас и музыку с Бенни Хилла включить. Что, половинки хватит ему жахнуть-то? Бля, чуть-чуть. А, не добил. Где второй? Вот так вот. По второму еще. Не успел. А где он? Где этот дружок? У него тут жизни, как у воробья под коленками. О. Бам. Линзу бы какую-нибудь, правда, прикольную найти, а то что-то как-то вообще, ну такое. Я что-то нажимаю, а она не лупит нормально. Все, надо какие... А, вот кнопочки есть. Понятно. Лифт за меня уже обдумал, куда мне идти. Он остановился. Найдите подсказки о руки Миназуки. Хирургическое какое-то отделение. Где? Здрасте. Медсестра ухода в морг. 500 стоит. Медсестра. Сто 31 тысяча мужчина. Давай-ка мы, пожалуй, возьмем что-нибудь. Вот лечилки. Тут, вот так. Безбожно просто. Подожди. И сохранится еще. А где предмет-то? Понятно. Давай так сохранимся вручную. То вдруг... Ну и чё? Где его поднимать? О, вот сколько раз я тут фонарем прошелся и ни хрена не нашел. А, херушка тебе. 15 камней. Одного камушка не хватает. Ладно. Вот это что? Позволяет использовать сильную атаку на одного призрака. А почему вот я сейчас нажимал и как-то не использовалась эта сильная атака на одного призрака? Ладно. Это, видимо, выше моего понимания как-то. Хотя управление должно быть такое же на фонаре. Это алтарь типа сделан. А что сфоткать, не пойму.
Хинума Томоко, женщина. Причина смерти — утопление. Обстоятельства смерти: найдена плавающей в бассейне Рагецу Холл медсестрой. Она была уже мертва из-за остановки сердца и легких на момент обнаружения. Дополнительные примечания. Умершая, как сообщается, впала в состояние возбуждения в то время, когда Цубаки Тоно потерял сознание ночь Кагуры, и после этого развился синдром лунного света. Записка, оставленная на месте происшествия, указывает на самоубийство. Типичный случай, когда кто-то теряет себя в Кагуре и не возвращается. Знак вопрос. Признаки бутонизации урожая лица. Урожай лица. Ткань показывает то, что похоже на человеческий труп. На него была наложена одна из масок, найденных повсюду в этом здании. А что горит-то постоянно вот тут? Ничего не пойму. Где мужик? Он же тут стоял. Бля, тут все в шариках. Какой-то есть предмет. С ним что-то надо сделать. Или это не предмет? Не понимаю. Ладно. Оп. Оп. Забираем. Вот с камней. Священная вода. Тоже вторая, кстати. Или первая, но я уже подсобрал. Я понял. Мы не трогаем это. Доберем, конечно. Серьезные ошибки были обнаружены в отчетах о внезапной смерти пациентов. Таким образом, указанные отчеты должны быть немедленно уничтожены сжигателем в задний двор больницы Хайбара. Я понял, куда идти. Осмотрите мусоросжигающую печь в саду. Тона Цубаки, женщина, профессия медсестра, зал Рагецу. Обстоятельства смерти: потерпела крах при исполнении роли сосуда во время Рагецу Кагура. Ну, то есть ритуал. Свидетели сообщили, что она была уже мертва, когда они бросились ей на помощь. Причина смерти: вскрытие не выявило никаких заболеваний или травм. Подозрение на сердечную недостаточность, но этот диагноз не соответствует состоянию тела. И пустота. Кстати, исчез. А нет, не исчез. Почему эта штучка горит? Какого хера? Не знаю, что это за предмет, короче, который я не могу забрать. Он и не на столе точно. Здесь я все осветил вроде. Наверху, повыше.
Максимально сильно светится это вот здесь, вот в этом углу где-то. Короче, не знаю, как поднять его. Что это мне он урод успел треснуть? Так, давай-ка мы в ту сторону убежим. Поворачиваемся, шмаляем. Где, дружок? До свидания. А, я понял, как ты фонарь отдельно заряжаешь. То есть он лупит непосредственно как есть во время удара, но после того, как ты уже подрался с призраком, ты можешь его подзарядить, короче, как-то. Потому что только так работает. Тетя, здрасте. Медсестра патрулирует палаты. Хорошо, я не против. Ну, давай за ней пройдем. Возможно, это срезка какая-то. Главное идти в ту комнату, где башка стоит. Ой, здрасте. Медсестра направляется куда-то. Так она меня ведет куда-то. По классике идем в противоположную сторону. Ой, здрасте. Это, кстати, что-то новенькое. Появляется призрак, которого нельзя сфотографировать. Достали тетю. Вот так вот еще разок. Не знаю, зацепил, нет? Короче, она на потолке будет. Вот так тебе. Причем от нее торчит-то кусочек всего. Где? А, тут еще и мужик гуляет. Ясно, понятно. Их тут трое. Молодцы какие. Давай, тебе осталось-то чуть-чуть. Я случайно. Во время драки нельзя фонарь перезаряжать. До троих бахнул. Вообще балдеж. Все, всех расковыряли. А. Так. Что за дверь-то? У нас туда медсестра ушла, правильно? Да. Теперь давай мы здесь вот все бежим. Это морг какой-то или что-то такое. Угу. Тут девчонка вылезла. Штука эта круговая. Ну, давай. Че, глазок был встроен в стену, но он заржавел. Хера себе глазок. Что-то есть. Скример-то будет?
хотите. Бля, какой-то предмет есть. Где он? Под каталкой, на каталке. Что-то полезные вещи все труднее найти. Они как бы есть, но ты их не можешь собрать. Так, подожди, подожди. Как-то вот они странно. Коридор, короче говоря, продолжается. Хотя мне вообще ключ дали из другой комнаты. Ничего не понимаю. И здесь тоже будет проход? О, хоть какой-то предмет нашелся. Вот так мы отсюда выйдем, да? Должно быть место, где я могу включить силу. Ну, то есть ток. Это как-то можно сфотографировать или что? Ну, штука это установлена. Не хочется там почему-то. Включайся, фонарь. Ладно. Подожди, а может быть вот так пойдет? Надо туда топать, ну вниз. Или куда они там ведут меня? Через морг. Там включаешь ток, и тогда все норм. Думаю, что головоломка этим решится. Мне вот тут непонятно, что за предметы есть, или это показывает то, что внутри этой комнаты, или это за стенкой. Есть парочка смотровых окошек, но толку-то от этого. В центр комнаты все равно же не попасть. Так, еще есть два прохода, да? Это вообще какие-то шахты, что ли, начинаются, не пойму. Слава богу, тупик. Оп. Оп. Журнал строителя. Мы случайно выкопали из B2F шахту лифта в первобытный проход. Поэтому работы на данный момент остановлены. В прошлом мы столкнулись с этим проходом при строительстве комнаты под кабинетом директора. О чем, черт возьми, он думает, дважды идя на один и тот же риск. Древние жители острова запрещали выкапывать здания под землей. Если старый первобытный проход будет потревожен, тогда лунный свет не достигнет. В этом месте граница порвана. Подожди. Вот опять что-то есть. Но где? Стенка, потолок. О, наконец-то. Хилки это хорошо. Тетя, спокойно себя ведем.
Где она? Треснула и свалила. Это другая уже. А нет, та же. Ну и чё, где мы? Короче, я выйду туда. По-любому она за мной придет. Тащится. До свидания. Сразу же подзаряжаем фонарик. Так, и у нас еще вот здесь один проход есть. Угу. Свет, я так понял, что вот здесь включается. А вот от этой двери мне ключ дали. Проверяем. По крайней мере, там тоже такая зеленая табличка была. Вообще ничего. Ладно, сейчас свет подрубим, посмотрим, что дальше делать. Это оборудование должно управлять какой-то частью оборудования здания. И что? Походу туда надо, обратно. Там, где решетка была. Подожди, на всякий случай. Так, ничего. Надо ту решетку как-то сфотографировать, я не знаю. Почему мне не получается это сделать? Я думаю, если раз на 10 сюда глянуть, по-любому какой-то скримерок-то будет. Дешевенький. Так, тетка у нас вот туда шла. Вот, решетка там же. Ну вот как это снять? Хрена не пойму. Надо включить свет. Но здесь печать стоит. Так он сбрасывает. Блин, а как печать вот это снять? Главное, есть штука, которая запускает его. Ну, то есть пульт управления вот этой кнопкой. Но ее никак не запустить.
Может, с другой стороны. Подожди. Если попробовать в лифт вернуться. Стой. Вот эту штуку надеваем. Вот. Это так надо делать. Все, теперь сработает. Проблема в том, что линзы ты переключаешь. Что-то я думал, то, что почему ты, когда вот эту желтую у тебя вот круг этот желтым становится, и линза желтая стоит. И ты как бы ничего фоткать не можешь. Но когда вот эту ставишь, у тебя он синий. Короче, понятно. Разобрался. Слава богу. Теперь вот здесь. Давай попробуем то же самое провернуть. Я думал, они мне как-то пытаются показать, как открыть ту комнату или что-то такое. Не знаю почему. Не работает. Включил панель. Похоже, она управляет электричеством в этом районе. Но я хочу вот эту дверь еще проверить. Дверь не пашет. Вот здесь какой-то якобы предмет или что это? Или мне на центр комнаты показывает? Не пойму. По стенкам ничего, на полу тоже. Давай более детально по стенкам пройдемся. Нет? Значит, все-таки в центре комнаты что-то. Как туда попасть? Без понятия. Ладно, пошли по сюжету. Я тут так уже несколько предметов не собрал. Иногда они просто горят, но не подсвечиваются. Где они находятся, тоже непонятно. Наконец-то подняли эту злосчастную решетку. Смотрите, мусоросжигатель в саду. Я, кстати, вот здесь вот тоже девчонка, когда бегал, вот здесь был какой-то предмет. Опять же, это задание подсвечивалось. Здрасте. Ну, да, не успею. Но есть резон зайти туда, куда он зашел, тоже. Оп. Собираем. Примите меры в соответствии с графиком для 5 пациентов, которые должны пройти специальное лечение. Обратите внимание, что некоторые из них находятся амбулаторно. Используйте комнату под кабинетом директора, но убедитесь, что никто не знает о процедуре и не проникнет внутрь. Из стационарных пациентов Мисаки Асо в 310 и Рука Ямацуки в 308 имеет наибольший потенциал. Мадока Цукимори в 203 комнате также может быть полезна. Однако остаются некоторые сомнения относительно амбулаторных пациентов Мари Синамии и Томои Нанамуры. Письменная заметка, прикрепленная к меморандуму.
Вы не можете выбирать органы для ритуала нисхождения так же, как они делают это для Рагецу Кагура. Это не танец урожая на проклятой деревенской площади. Или на проклятой. Раньше они очень тщательно выбирали органы для обряда нисхождения. Только весталки послушные и впечатлительные делать. Чего? Ну, блин, это машинный перевод. Тут будет каша, жопа, самокат, кирпич. Девочки, которых можно легко сделать единым целым с помощью масок и музыки. Right to the Descent. Очень серьезное дело. Его производительность и результат влияет на судьбу всего нашего сообщества. Вы не можете позволить себе совершать ошибки. Кандидаты должны быть идеальными, даже если они заставят вас задуматься. Ясно, понятно. Ну-ка, куда там мужик пошел? Сдается, он удрал в ту комнату. А нет, вот он. Да давай быстрее. Успел? Ее читает. А что у нас ее читает? Оп. Наконец-то маска лунного затмения, в которую я вложила свое сердце и душу, готова. Не будет преувеличением сказать, что я полностью посвятила себя этой работе, но оно того стоило. Я хочу искренне поблагодарить вас за всю вашу поддержку. Способ изготовления маски стал ясным для меня только тогда, когда вы восстановили древние документы об утерянном обряде нисхождения. Вы также разгадали тайну материалов, которые нужно использовать, и собрали их для меня. Обряд нисхождения, несомненно принесет желаемые результаты, и настоящая маска лунного затмения примет форму. Настоящая маска лунного затмения не грязный артефакт, который привел к ужасному дню спокойствия, о котором говорится в наших легендах. Нет, это бедствие было вызвано тем, что маска, сделанная моим предком Соэцу, была далеко не идеальна. Благодаря вам эта маска откроет дверь в священное царство, о котором писал Соэцу. Поскольку я должен выполнять свою роль хранителя масок во время Кагуры, я не могу увидеть обряд нисхождения своими глазами, но я буду молиться за его успех. Соя Ямацуки. Что ж. Понятно. Соя Ямацуки. Хранитель масок. День Кагуры уже близок. Он обязательно будет битком набит зрителями. Есть даже некоторые известные люди, приехавшие с материка. Открытие Кагуры для публики не только улучшило имидж острова, но и принесло нам богатство во многих отношениях. Однако есть и подготовка для другой церемонии. Органы выбраны, и настоящая маска лунного затмения составлена. Обряд нисхождения вернется. Маску лунного затмения боятся как маску, которая заставила сосуд расцвести и принести день спокойствия, который разрушил остров. Но выполнив обряд нисхождения с истинной маской, сосуд, моя бедная страдающая дочь, будет излечена. Маска лунное затмение — это наш последний шанс вылечить синдром лунного света. Маска сосуда заставляет владельца потерять себя, но говорят, что маска лунного затмения стирает всю память, привести носителя к месту происхождения, очистить его, а затем вернуть к себе обратно живым. Если обряд нисхождения завершится успешно, моя битва, наверное, кажется несконечной, нескончаемой. Синдром лунного света наконец подойдет к концу. Были жертвы. Моя дорогая жена винила себя в болезни нашей дочери и в отчаянии покончила с собой собственной жизнью. Но, возможно, ей было лучше, если бы ей не пришлось видеть, как наша дочь заканчивает вот так. Все, что я сделал, моя работа, мои жертвы, кульминация всего, мое исследование — это все для нее. Почему не сделали для этой игры профессионального перевода? Так, ну мне не сюда же. Также было бы интереснее играть по-любому.
Так, еще какой-то предмет. Ну где он? Подоконник. 20 камней. А у меня сколько есть? 35. Отлично. Сильная атака на одного призрака. Ну все, прокачано. Вот не мешало бы еще какую-нибудь линзу. Хорошую. Хорошую, недорогую. Здрасте. Ну давай, подойдем. Я хочу, чтобы вы собрали файлы, о которых я говорил, и принесли их в мою комнату. Возможно, это будет пустой трата времени. Не забудьте указать всех детей, у которых есть духовный потенциал. Ой, оставьте файлы мальчиков, они мне тоже нужны. Разве им не только девчонки нужны же были им? В чем тут пацаны? День лунного затмения близок. День оригинальной версии Рагецу Кагуру, оставленной только легенде. Маски и музыка органов приносят духи мертвых в сосуд, и она исполняет свой танец, чтобы отправить их обратно в подземный мир. Это обряд нисхождения. В соответствии с пожеланиями режиссера я подготовил храм Цукийоми для обряда, но органы, вокал, колокольчик, флейта, барабаны, струны. Найдем ли мы подходящих кандидатов для всех 5 из них? Действительно ли эта женщина подходит для выполнения роли танцовщицы сосуда? И сможем ли мы действительно... И сможет ли мы действительно совершить... Короче, можем ли мы действительно совершить ритуал прямо в центре Рагецу Кагура? Я не могу избавиться от всех своих сомнений. Но я начал увлекаться этим обрядом нисхождения. Это началось, когда я видел это. Маска лунного затмения. В ее выражении удается заключать в себе доброжелательную улыбку, подавление слез, момент необузданного гнева, сама смерть. Все одновременно. Чем больше я смотрю на маску, тем больше я чувствую, что попадаю под ее взгляд. Я должен увидеть обряд, совершенный с ним. Ну, видимо, с маской. Нет, я хочу большего. Я хочу попробовать надеть маску на собственное лицо, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Мне уже поздно возвращаться. Что-то прям в последнее время записок уйма вообще. Но они пытаются с помощью этих записок более подробно разжевать историю, чтобы как бы у тебя вообще вопросов не было. Но опять же, из-за машинного перевода тяжело это все. Иногда непонятно, что пишут. Ну как по тете прилетело, отлично. Здрасте. Эй-эй-эй. Вот так. Все. Отъехала тетя. Так, у нас тут еще проход в регистратуру. Давай заглянем, пока рядом. Ну, вообще надо идти в этот... другую часть коридора. Вот туда, за стенку. Там, где голова и табличка такая зеленая на двери. Сейчас заодно в комнату сохранения зайдем. Что? Успел? Медсестра направляется куда-то. Часть 2. Возвращение. Возвращение медсестры. Ну вот они мне прям показывают, кстати, куда идти. Для тех, наверное, кто совсем запутался, да? Так. 184 тысячи у дядьки.
Куда их тратить-то? Возьмем. Что это такое? У меня даже после этого деньги остались. Жесть. Ну, в среднем игра проходится, я думаю, часов за 12-13, наверное, так. Что же я купил такого? За 100 тысяч. Да. Тут в этих файлах потеряться можно. Причем это ж фотографии, документы вообще всех персонажей. Да, отвали. Предметы. Нет. Вот, записка о куклах Хазуки. Записка, рассказывающая местонахождение кукол Хазуки в списке призраков. А зачем эти куклы? Я не понимаю. Ладно. Я вот не помню, что мы как-то эти собирали куклы. Один раз я куклу только маленькую фоткал и все. Когда их надо собирать было. Может быть, другой персонаж их собирает, хотя... Мы бы с начала игры их собирали. Не знаю. Короче, я за 100 только что купил какую-то хрень вообще. Полезно. Все равно у мужика, в принципе, тут больше и тратить-то некуда. Лечение только и все. Пленки у него безлимит. Мужику бы камней побольше и линз. Было бы прикольно. Так, вот... Чё, где? Где она? Здрасте. Ай, быстрей. О, успел. И линзу переключить. А, не успел тетку сфоткать. Отстой. Может быть, даже стеллаж помешал, не знаю. Ладно. За нее по-любому копейки только дали. Ключ от задней двери. И мы наконец выбрались на улицу. Куча серого цвета, прям, ну, первая часть. Должно быть, здесь они сожгли ошибочные документы, что это могли быть за... А, что это могли быть за документы? Подожди с документами. Потом мы сейчас залезем. Вот туда никак, да? Стена невидимая. Потом мы дальше через фонарики по прямой вот туда пойдем. Все, я понял. Ну и, соответственно, будем от всяких там этих уродов отбиваться по дороге. Их будет, я думаю, прилично. Ржавая печь, заполненная мешками для мусора. Такая, нет. Вот, да. Дорогой Чешира, давно не виделись. Я слышал, ты едешь на остров Рагецу по работе. И сейчас на острове провожу кое-какие исследования. Мы сможем встретиться. Это место довольно интересно. Его культура почти полностью уникальна. Моей конкретной темой исследования являются маски. Связанные с масками верования острова Рагецу хорошо известны даже на материке. Но есть еще много загадок, которые нужно объяснить. К счастью для меня, это год Рагецу Кагура, который проводится раз в десятилетие. Много разных масок делается для церемонии. Я не мог бы рассчитать время лучше.
Если все пойдет хорошо, у меня будет шанс увидеть, как делаются маски. Я планирую остаться на некоторое время, чтобы воспользоваться всеми этими замечательными исследовательскими возможностями. Вы помните мою младшую сестру Иори? Она настояла на том, чтобы пойти со мной. Она говорит, очень рада видеть. Вот, а там мне ниже не прочитать. Когда я сказал ей, что я знаю настоящего детектива, Иори сказала, что хочет встретиться с вами. Так что, когда вы доберетесь сюда, мы все должны пойти выпить. Так многого не сделали до сих пор, как получили работу. Тахаси Аиба, ассистент преподавателя исторического факультета университета Кусанаги. Назначение большинства масок Кагура состоит в том, чтобы сделать носящих их единым целым с богами, поскольку они принимают их облик и исполняют ритуальный танец. Но маски на острове Рагетсу не представляют богов. На самом деле в системе верований здесь нет никаких богов. Кроме того, Рагетсу Кагура получила свое нынешнее название сравнительно недавно. Раньше это называлось обрядом нисхождения. Нисхождение представляет собой путешествие душ умерших. И учитывая обычай надевать маски на лица трупов, маски на этом острове должны представлять мертвых. Традиция надевать посмертные маски и исполнять танцы происходит в других местах, но эти маски представляют собой саму смерть, форму разума, столкнувшуюся со смертью, форма души в момент перехода от существования в небытие. Маски здесь представляют собой формы вещей, которые не оставляют после себя никаких прочных форм. В обряде нисхождения использовались такие маски. Какую функцию он выполнял в основном в островном обществе? Это маска, которую носил сосуд. Она была создана задолго до появления других масок Кагуры. Ее корни отличаются от любой из них. Самая выдающаяся из них — маска лунного затмения, создана мастером Саэцу Ямацуки. Однако легенда гласит, что бедствие постигло остров, когда маска лунного затмения заставила сосуд расцвести, и поэтому его существование оставалось табу в течение многих лет. Искусство изготовления масок эпохи Саэцу было на время утеряно, скорее всего в результате катастрофы. О нем ничего не известно, кроме того, что он был черного цвета. Современный производитель масок Соя хочет возродить передовое искусство Саэцу. Возможно, маска лунного затмения в конечном итоге сказала, что у нас обоих легкие случаи синдрома лунного света. Говорят, случается во многих... Ой. Черные маски. Ладно, все, хватит. Сколько можно этих записок? Там 27 страниц чуши. Про маски, про ритуалы. Да вы издеваетесь. Я решил, что фильм о Кагуре должен быть сожжен, хотя я осознаю важность ведения записи об этом событии. Даже с учетом того, что произошло в этой пленке, есть что-то очень странное. Сначала я подумал, что это просто повреждение самой пленки, но я проверил снова, и тогда я понял. Фильм показывает женщину, которая определенно не была во время записи. Я думаю, она танцует. Просто чтобы быть уверенным, я попросила других медсестер посмотреть фильм со мной. Когда я увидел это во второй раз, я смогла разглядеть еще более. Женщина постоянно становится все более и более очевидной в фильме. Я сам едва мог в это... Все. Хватит, черт подери. Медсестра направляется куда-то. Часть 4. Короче, пленка нашлась. Там тетка какая-то плясала. И она становилась все более видной на этой пленке. Вот и все. А там... Тихо. Где-то что-то есть. Только не говорите, что это опять уникальная записка. Где? А, вон. Наконец-то мне хоть камни дали. Сколько же записок пришлось перечитать, а? Так, максимальная мощность. Все. Полная версия. Теперь мы будем лупить как следует.
Мне сестра направляется, за нее по 500 дают. Да, на ритуал она идет что-то. Вон тут как раз этот. Как он называется? Типа алтаря что-то. Мне каждые 2 метра надо будет ее фотографировать. Давай, давай, смелей. Так, что-то тут есть. О, нашлось. Ну. Оп. Берем. Наконец-то линза. Что это за линза? Зелененькая какая-то. При использовании увеличивает время, которое вы имеете после каждого удара, чтобы создать цепь. Все. Ну, то есть цепочку снимков. То есть между выстрелами у нас чуть-чуть прибавляется время. Луна. Чего? Где-то есть тут какой-то предмет. На ветках. Ветки, конечно, шикарные. Для 2023 года просто. Ну давай, фотографируйся. И сестра перед могилой. Это могила такая? Что здесь должно подсветиться-то, я не пойму. О, наконец-то. Опять дневник. По рекомендации моего дяди я попал на остров Рагецу. Сначала я был довольно опасен, но и островитяне, и персонал больницы проявили ко мне такую доброту, помогая мне освоиться на моей новой работе и моей новой жизни здесь. Я ценю теперь хороший совет, который дал мне мой дядя. Мне так повезло, что я здесь. Оказывается, это год Рагецу Кагуру, важный островной фестиваль, который проводится только раз в десятилетие. В центре этой Кагуры находится женщина по имени Сосуд, которая исполняет танец как подношение богам. Я был очень удивлен, когда островитяне попросили меня, человека со стороны, взять на себя роль судна. Они объяснили, что судном должна быть женщина примерно моего возраста, красивая и впечатляющая. Когда они так выразились, как я могла отказаться? Это такая честь, что мне позволено принять участие в древней островной традиции. Это будет отличная возможность для меня выразить мою благодарность острову Рагецу за все счастье, которое он мне принес. Я действительно взволнована. Перед фестивалем я должна принять участие в церемонии очищения, где я соединяюсь с маской сосуда, которую носила во время Кагуры. Услышав об этом, это сделало наиболее меня нервной, чем когда я согласилась на роль. Надеюсь, все пойдет по плану. Катушка с пленкой нашлась. Ой, тетя. Все, хана, тетя. Так, еще какие-то предметы есть. Но я не понимаю, где они находятся. На вот этих шикарных нарисованных листьях. Где? О, нашлось что-то. Что за руку-то? Ну, сейчас уже, наверное, никто не хватает. И все, мы ради этого сюда шли. Вот я не понимаю. Вот есть вот такие куколки, и таких я куколок увидел много.
Но почему-то мы их не собираем, ничего никак не делать с ними нечего. Они просто лежат везде. Так. Аккуратно себя идем. Двое. Трое даже. Бам. А чё ждать, да? Почти -1 уже. Фонарь лупит, будь здоров. Их 4 даже. Ничего себе. Лихово. Давай, давай, быстрее. Их 5 было. Давай зеленую линзу попробуем. Я не пойму, сколько тут народу. А, у меня... Текаем. Придется побегать. Что, половинки хватит шибануть-то? А нет, подожди, давай как-нибудь поудобнее положение выберем. Вот так как-то. Ну-ка, ребят, вот группки. Что-то такое себе, это линза. Я вот что думаю. Так, и один сзади. Иди сюда, дружок. Давай еще побегаем. Ну, тут реально, по-моему, призраков, наверное, ну, мне кажется, больше 5. Потому что они как эти, как утята за мной ходят. Надо бы побольше, наверное, прокачать появление от этого. Солевой призрак, походу. Так, дружок, отвали. Текать вообще надо. Давай сожрем что-нибудь. Хилов тут как грязи просто. За мужика самое простое, наверное, играть. Все-таки. Сколько их еще? Ну, по-моему, 2 осталось. 3. Ну, вы даете. Один отъехал точно. Давай-ка побегаем чуть-чуть. Надеюсь, что они не появляются заново. То было бы вообще неприятно. Так, давай, оп, поворачиваемся. Сразу же. Тресь. А тому что, не прилетело? Застрять бы где еще? Ай, грызут меня. Нормально, хилов полно как бы. Тут просто надо отбиться от этой всей толпы. Будет норм. Мне интересно, сколько тут человек.
Своих почему-то я задеваю. Прикинь, на максимальной сложности. Еще появился. Куда вы все беретесь? Может, они правда бесконечные? Ладно, по шайтаниям их еще чуть-чуть, но это как-то... По-моему, это игра в одни ворота. Я уже столько очков тут насобирал, вообще жесть. Девчонка, наверное, столько и не снилась просто. Боссов нет, но бомбы душные, короче. Так. По-моему, это все. Палые яйца, наконец-то. Твою мать. Где он? Да, конечно, заряд закончился. Надо-то чуть-чуть его бахнуть. Это все. Да вы прикалываетесь. Короче, это последний призрак. Я не вижу смысла тут это бесконечно этим заниматься. Я, конечно, понимаю, то, что кладбище и все такое, но камон, сколько можно. Хорошо, что призраки не сложные. Нет, это какой-то бред. Очков я насобирал, я пошел отсюда. По-моему, они тут будут бесконечно. Ну давай, беги ты. Мне кажется, новые появляются. Или нет? Ну, вроде звуков больше. Сейчас попробуем отсюда выйти. Если выпустят, то выпустят. Нет, так будем, не знаю, бить до последнего. Фонарь не горит. Дверь открывается. Теперь фонарь интересно заработает. Кстати, сюжетно я не совсем понял.
Денег мужик вон 300-400 тысяч почти насобирал. Как бы куда столько? Интересно, а если туда пробежаться обратно, появятся призраки или нет? Непонятная задумка. То ли они решили сделать их бесконечными, и тебе надо было убегать. Либо надо было их лупить до последнего, чтобы что? Получить с них что-то. Я не понимаю. Ладно, еще раз пробегусь там, короче. Смотрим. И все. Тут уже никого больше нет. И брать нечего. Неинтересное кино. Ладно, пойдем просто назад. Что там у нас получается? Через холл как-то. По идее, двери, которые есть, они все открыты. Хотя стой. По идее, это все. Вся карта. Я вот не помню, он какой-то... Кстати, а почему какие-то фонари горят, а какие-то нет? Я когда шел, точно ни один фонарь не горел. Может, надо было определенное количество призраков замочить, чтобы эти фонари зажглись все? Тут их вообще тьма. Да нет, нет. При всем желании ты столько не перебьешь. Ну, как бы можно, но зачем? Типа, замочить на одном пятаке 50 призраков. Такое себе. Хер знает, пойдем просто назад. Я просто представляю, как было бы мудово биться с этими призраками на максимальной сложности. Тебя бы по-любому здоровья бы не хватило. Короче, попробуем вернуться в холл, там посмотрим. О, что? Мужчина в раковине. Ты что там делал? В раковине скопилась вода. Какое-то красное масло плавает на поверхности. Жути жуткие. Красное масло. Может, это кровь? Так, ну если этот мужик появился, значит иду верно. Вот только куда, непонятно. О,
Это хороший звонок. Я хоть успел трубку-то поднять. О. Некоторые вещи лучше не знать. Некоторые вещи лучше забыть. Неужели он никогда не начнется? Так, ну мне надо за ним идти. Не, ну слава богу, что меня ведут по сюжету. Значит, все-таки не обязательно было там до посинения лупить этих призраков, которые бесконечны. Денег я на них собрал где-то, ну, 1250, наверное, 300. С учетом того, что за одну главу, а может быть и даже и за пару глав, девчонки собирают не больше 80. Йо направляется в новое здание. А у тебя не него ключ, что ли, есть? Открыто. А, так тут, да, тут была это. Я ж тут был. Да-да-да. В конце прошлой главы. За одну из девчонок, то, что мы бегали, она как раз примерно тут главу эту и закончила. Все, и мы, получается, в этом гостинице или как это. Лазарет Кайбара, Заларгетсу. Туда-сюда. В какую сторону, интересно, идти вообще? Что-то где-то появилось. У меня шел звук шарика был. Где-то тут. Ну где он? Где-то шарик открылся. Вот он. Нашелся. Давай-ка проверим, может быть, есть вариант прокачаться. Все равно больше качать нечего. Не думаю, что мне еще какую-то линзу дадут, хотя, возможно. Так. Давай пробежимся просто по первому этажу. Судя по времени, глава уже должна была закончиться. А, точно, мне же пленку дали. Все, я вспомнил, куда меня ведут, я понял. Стояние, где-то что-то есть. На стойке часто появлялось. Короче, обойдем столовую. Рано. Возле этих столов. Вот он, наконец-то загорелся. Хотя я там светил, причем не один раз. Прикольно. У меня вроде все прокачано. А нет. Вот это прокачаем. 50 камней.
Слушай, мужику жестко не хватает синих камней. Да и красных. Красных нет. Синих не хватает сильно. Должен быть способен воспроизвести ролик, да? Играй ролик. Вот ритуал. 5 девок. В центре самое главное. Танцовщица. Причем она, ну, даже визуально старше их. Мы от этой танцовщицы бегаем, которую убить нельзя призрака. Какой звук противный. Все, и она... А, и все, короче, попадали. Во время Кагуры дева умерла. Что случилось? Перетанцевала, чё? Чьи ножки? Подожди. Ай, блин. Что-то я не понял, в какой момент ее надо было фотографировать. Выжженная картина. В камине есть полусгоревшая картина маслом. Ну-ка, давай послушаем. «29 сентября в полицейском участке. Я получил наводку о пропавших девушках от кого-то, связанного с чем-то. Возможно, это пустяк, но я собираюсь проверить это место еще раз. 29 сентября, лазарет Хайбара. Я нашел девочек в помещении под лазаретом Хайбара. Все 5 физически невредимы. Но когда я нашел их, нет, было темно. Должно быть, мне показалось. Их лица. Обряд спуска. Обряд спуска. Опять эта фраза. Что она означает? Что ж. И снова драка. Снова драка и с толпой. Надеюсь, сейчас они будут конечны. Ну-ка, давай двоих. Мужику прям на орды везет. Так, ну они хотя бы здесь заканчиваются, спасибо. Ну теперь-то куда? Ощущение, что еще какой-то предмет есть. Не знаю, где искать. На столе, может быть, вот на этом, на центральном. На нем не раз что-то попадалось. А может, это опять катушка с пленкой? Ну, это то же самое. Бля, это нельзя никак убрать. Все.
Что-то возле проектора горит, либо это сам проектор. Ну да. По-моему, он сам. Ладно. Теперь вот не совсем понятно, куда идти. И у нас получается... одна из девчонок поменялась с этим детективом местами. Он теперь бегает по особняку, а они бегают теперь по лазарету. Ну, по крайней мере, там где-то рядышком закончилась глава. Давай еще раз получше. Первый этаж бежим, может, что появится. Ну, за мужика что-то затянутая голова какая-то. Я вот еще там в чулане не был. Последнюю наводку, которую я видел, это получается до пленки. Ну, пленка все равно ничего особого такого не показала. До пленки мужик сидел в раковине, и все. Ну, теперь-то куда? Из адекватного он сказал, типа, что случилось с танцовщицей. Может, двери подергать. Ну, если нам никто отсюда не выпустит. Блин, теперь же придется все комнаты обходить вообще. Потому что я реально не знаю, куда идти. Опять куколка. Так. Какая-то витрина разбилась. По-моему, витрина разбилась в той комнате, из которой я вышел как раз. Вот это вот. Или нет? Что-то они как-то не особо развивают сюжет. Не знаю, был звон стекла, но что именно разбилось, непонятно. Это у нас дорога на улицу, да? Ну, давай пробежимся. Ох, что сюда вот так никак не зайти. Убегать немного левой. Так, вот отсюда я пришел.
Не думаю, что бой стекла мне должен какую-то подсказку был дать, то что и ты должен там 2 этажа наверх и в правый коридор идти, вряд ли. Она, наверное, просто разбилась и все. О, здрасте. Медсестра входит в лифт. Наконец-то она нашлась. Теперь ее по этажам ловить. Ноги медсестры были за полотном, и за этим полотном я нашел картину. Поэтому мне, я так думаю, на 3-й этаж, в комнату художника. Художника или художницы. Я думаю так. Ну вот, точно. Че, говорит, можем видеть мы, чего не могут видеть что-то они. Так вот, я не помню, какая комната художника. Вроде здесь находится. Да. Это где вот я с шкатулку эту музыкальную крутил. Вот здесь вот в этой штуке был баг. Опять журнал. Одно сообщение, которое нужно сообщить. Юко Макаги в комнате 309 в последнее время демонстрирует некоторые радикальные изменения, и его поведение становится все более проблематичным. Он вызывает беспорядки, внезапно крича во весь голос и ухмыляясь как одержимый. Прошлой ночью после отключения света он начал устраивать шум. Я побежал в ее комнату, чтобы проверить его, и он схватил меня и начал кричать «Аннигиляция!» снова и снова. В его картинах также произошли некоторые тревожные изменения. Он продолжает рисовать картины зловещей женщины. Больше нет никаких сомнений в том, что женщина, которую он рисует, является пациенткой в изоляторе. Почему он продолжает рисовать ее картины? Я думаю, что они предназнаменование, предсказывающее пробуждение того, у кого нет лица. И пленку мне дали. И подсказку мне дали. 9 октября. Саяка сказала мне, что она планирует покинуть остров. Она хочет перевести руку в другую больницу. Это так неожиданно. Я просто не смогу в этом что-то помочь. События нескольких дней, должно быть, сильно повлияли на нее. Мне кажется, что стоит отвести от нее взгляд, когда она мгновенно исчезнет. Как она мгновенно исчезнет. Кто мгновенно исчезнет? Мамаша, которая отправляет свою дочь лечиться, или сама дочь, которая после ритуала вся пришибленная валялась? Загадочки. Так, мне туда, да? Давай-ка... Не, подожди, не заходи туда. Давай-ка еще раз туда подойдем. Угу. Никак. Ладно. Просто пугает. Хорошо то, что я не стал по 2-му этажу пробегать. Хотя, конечно, можно было бы там порыться, поискать какие-нибудь предметы. Но это столько времени заняло. Так, комната. Вот она, художника. С этой закрыта, но тогда со 2-й должно быть открыто. Тоже нет.
И как тогда быть? Значит, ну, единственное, как можно попасть в эту комнату художника, который картины рисует и кричит аннигиляция. А вот это две двери. Очень странно. Так, тут что-то есть. Чувствую, походу, все равно придется топать на второй этаж. Ой. Яка собирает вещи. Так. Чтобы дочь свою отправить. А дальше? Какой-то есть предмет, который прям тут. Но он не подсвечивается. Может быть, в шкафу? Вот в этом. Так а что? Вот здесь в углу там что-то было, я помню. Потом под подушкой, точнее, на подушке его, наконец-то. Сколько раз я посветил на этот стул? Фотография, сделанная перед лазаретом. Дневник Саяки. Все выходит из-под контроля. Соя был полностью поглощен своей одержимостью своим предком Ямацуки, и теперь Хайбара начали вести себя так, как я просто не могу. Я не понимаю. Я должна вылечить руку. Я должна увезти ее куда-нибудь подальше, где никогда даже не слышали об этом острове, и мне не придется слышать имя Рагетсу. Выбирая между моим мужем и дочерью нелегко. Но спасение руки — это единственное, что сейчас для меня важно. И я сделаю это, сколько бы времени это ни заняло. Мне очень жаль, моя дорогая Соя. Где-то глубоко внутри тебя находится человек, о котором я когда-то заботилась, который мне не безразличен до сих пор. Но ты похоронил ее так глубоко внутри этого безумия, что я не подумаю, что у меня есть способ спасти тебя. Я покидаю остров. Короче, тетка собрала вещи дочери и уехала, а мужик остался маски делать, если я правильно понял. Доктор. Здравствуйте, доктор. За два удара доктор покинул. За два удара доктор покинул нас. Маленький ключик. А от чего этот маленький ключик? Понятно. Мужчина идет в галерее. Ну вот как раз художник очнулся. Вот эта комната откроется. Но вообще, по-моему, комната художника был ключик-то побольше. Тоже закрыт. Так. Давай-ка мы еще раз в этой комнате. Нужно ли какую-то шкатулочку найти или что-то такое? Потому что ключи от комнат всегда большие. Ну-ка, вот от этого. Нет. Ключи от комнат всегда большие, а не с бирками. Пойдем за стенку в соседнюю комнату сходим, кстати. Тут.
последней комнате какая-то шкатулка была. Я помню, там с рыбками это пятнашки и крутил. А может быть что-то. Не. Чё, куда иди тогда с этим маленьким ключом? Покрыто красным веществом, похожим на ржавчину. Это мне должно о чем-то сказать. Ключик дали, а куда его пихать, хрен его знает. Как-то много вариантов. Вот художник туда утыкал, а меня-то не пускает. Все, хана. Бля, будем надеяться, что куда-то недалеко надо идти. О, открылась галерея. Ну надо же. Художник. А мы его бить-то будем, не? Он то тут, то там. Весь в красках. Идем. Но не думаю, что он по потолку будет ползать. Вот он у нас напольный. Бля, отрезал упал мне все-таки. Тихо. Лечилок много. Как и денег на них. Успел ударить. Я думаю, это все-таки что-то вроде босса. Не очень-то он похож на рядового врага. Чё? Нет, это не босс. Босс не убивается с 2 ударов. Это вот танцовщица. Это сцена. Ритуал нарисован. По 10 лет назад. За 10 лет он надежды не сменил. Кто это? В тот день. Вот эта танцовщица вылезла. Он стоял на балконе, видимо, смотрел. Заболела голова и все. А нет, не на балконе. Он возле бассейна. Когда Хайбара вернулся на остров, все на острове исчезли. Классика. Конец главы. На самом интересном месте. По-моему, луна увеличивается. Или мне кажется.
Давай сейчас, наверное, перерыв сделаем. 2 минуты. Сейчас я подойду. Продолжаем. Алло. Ну да, перепишем. В поисках Мадоки Мисаки оказывается в своей комнате в Рагетсо Холле и обнаруживает свою детскую фотографию рядом с женщиной без лица. Есть ли у этой женщины какая-то связь с девушкой в черном? Мисаки кажется, что если бы она только смогла встретиться с этой женщиной, ее собственное прошлое стало бы ясным. Мой особенный друг. Интрига, интрига. 4, 6, 7. Я записал этот код. И место я, кстати, узнаю. А сейчас не очень. Кто это? Мисаки Асу. Сакуя. 8 глава. Еще 4 главы осталось. Обыщите окрестности. Ладно. Так, что-то есть.
Пойдем, говорит. Девушка в черном выходит из комнаты. Так, ну если она меня сейчас будет вести тудом-сюдом, значит лучше обычную пленку поставить. Что-то в шкафу? Нет. Где предмет-то? Где-то есть предмет. В этом районе. Вот он. Сколько у нас камней? 22. Да. Потом еще на что-нибудь другое накупим. Так, в общем, идем за теткой в черном, да? Тут вряд ли что-то будет, но все равно давай посмотрим. Так, чисто пробежаться. Интересно, что за маленький ржавый ключ нашел. Мужик. Так, вот эта комната, которую сейчас мы видели. Еще 5 камней. У меня всего 5. Так, подожди, у меня какая-то линза не вставлена. Автоматически прицепляется к ближайшему призраку. Слушай, это прикольно. Это что, замедляет и толкает назад? Давай, наверное, зеленую сюда поставим. Вот так. А это вот сюда. Местами поменяем их. Думаю, будет нормально. Интересно, это стоит каких-то этих... Ну вот, шаров синих или нет? Надо проверить. Так, 3-й этаж почти все, кстати. Вот куда эта баба ушла, интересно? Так, тут есть тоже какой-то предмет. Ну только где он? С обратной стороны. Скорее всего, на лавочке лежит. Ну, почти. Оп. Не попал. Так, у меня пока ни на что там не хватает. Ладно. А, 11 лечилок, 30 этих. Вот. Давай возьмем. С десяточек. 27 выстрелов. А, так А, деньги общие, что ли? Ну, ни хрена, мужик тут настрелял делов. Так, хорошо. Все, у меня еще в запасе деньги. Отлично. Так. Теперь с пленкой и лечилками, по-моему, денег, ну, проблем нету. Хорошо то, что я побегал тогда еще на кладбище от призраков и 400 тысяч набил.
Я что-то думал, то, что у них ну, разные. Так, что-то есть. Я думал, то, что у них очки разные. Так, а где этот предмет? Может, там на тумбочке? Вот он. Ну, тут тупик. Так что, если тут что-то не найдется, значит второй этаж придется обходить. Ну, по крайней мере, тут, в принципе, уже нормально ориентируюсь. Даже по каким-то декорациям можно комнату узнать. Все, пошли. Пошли на второй. Кстати, угу. Все. Так, по-быстренькому мимо сохранения надо будет еще пробежаться. Может быть, она сможет этот предмет поднять, который вот тут. Но его теперь тут нету. А, без лифта никак. Кстати, можно попробовать на 4-й вообще съездить. Пойдем со мной. Да, пойдем. Пойдем со мной. А на какой этаж-то пойдем? Литой цинковый ключ. Используйте на 4-м этаже. Вот, теперь... Мне теперь на 4-й. Наконец-то. Ну, сейчас более-менее понятно, куда идти. Наконец-то открыли последний этаж. Я на нем вообще ни разу не был. О, здрасте. Рановато я стрельнул по ней. Сейчас нормально. А что происходит? Ладно, сейчас добьем. Все, минус тетя. От нее только люстра качается и все. Так, давай-ка пленку мы поставим. Так, ну зеленая эта штука работает, по-моему, все-таки использует эти шарики внизу. Предмет. Какой? Где? Маркировка производная. А где он? Какой-то предмет появился, я опять шара не вижу. Где он? Может, за дверью? Понятно. Святая вода, хорошо. Замечательно. Я потом возьму ваш телефон. Вчера я снова видел Мисаки с этой куклой. Скорее всего, пациентка на 4-м этаже отдала свою куклу Мисаки. Они обе были диагностированы как обладающие высоким духовным потенциалом. Их духовные чувства обострены, и они подтверждены по высшему риску быть вселенными.
Двум таким людям опасно быть вместе. Когда их психическое состояние хорошее, совместное пребывание может помочь им обоим оставаться стабильными. Но если один из них станет нестабильным, обе рискуют ухудшить свой синдром лунного света. Карта этажа. Пациент находится в крайне опасном состоянии. Запрещается называть ее по имени или смотреть на ее лицо, так как это может привести к ухудшению состояния. Помня недавней смерти одной из медсестер, персоналу рекомендуется избегать длительного контакта с пациенткой в целях собственной безопасности. Если кто-то из медсестер почувствует ухудшение настроения или физического состояния, он должен немедленно прекратить работу. Коридор к изолятору закрыт воротами, которые можно открыть, отперев из поста медсестры. Примите во внимание, что невозможно проникнуть в изолятор с помощью только главного ключа. Ну, я как-то могу этот телефон-то долбанный поднять. Может, он не тут звонит-то? Что касается женщины в изоляторе, мне неловко говорить об этом, но я просто не могу вспомнить ее лицо. У меня сложилось впечатление, что она довольно симпатичная, но я не знаю, как выглядит ее лицо, и не могу его вспомнить. Для меня это неслыханно. Медсестра обычно легко запоминает имена и лица своих пациентов, только я и не могу вспомнить. Что мне делать? Действительно ли я подхожу для того, чтобы отвечать за 4-й этаж? Мне кажется, я не подхожу для этой должности. Пожалуйста, рассмотрите возможность перевести меня на другое задание. Умоляю вас. Четыре, 4, 6, 6. Да, блин. Не забывай обо мне. Даже если я забуду себя. Прежде чем я исчезну. Так. Я не хотел туда подходить. Ну, дверь закрыта, это понятно. Тут прям у них какой-то лютый изолятор на 4-м этаже. Не надо открывать. Там скример. Вот-вот. Так, вот, еще что-то появилось. Еще 5 камней. Могу я что-то прокачать? Так. Не знаю, поможет это или нет. Не хватает. Так, а вот эта штучка-то работает? Вот это вот. Я уже забыл, как крутить. О. 4. Потом опять 4. Тут, наверное, 6. А тут 7. Они уже 3 раза мне этот код говорили. Похоже, сработал какой-то механизм. Дверь, похоже, открылась. Все. Выходим. Входим. Дверь открылась вот это. Классика. Да, 3 они мне этот код говорили. И причем оба раза в этой в катсцене. Мисаки и девушка в коридоре. А кто из них кто? Я так полагаю, что черная баба в черном это моя сестра-близнец или что-то такое.
Уж очень на то похоже. Так, а где этот предмет-то? Ага. Почему бы тебе не... Тра-та-та. Разве я не говорил тебе снова и снова, что она все время пытается затащить меня в свою комнату? Приходи к ней, если ты не понимаешь, о чем я говорю. Она теперь совсем другая, не так ли? Ее лицо все время меняется, и она все время пытается затащить меня к себе. Она зовет меня. Несколько раз записано. Я сказала нет. Медсестра блокирует дверь. Но мы с ней драться будем, с медсестрой. Вот только когда? Сейчас уже, да? Подожди. Коридорчик бы поменьше. Вот она бросается уже тут для тебя. Бля, только Fatal Frame был. Где она? О, она. Я ее по шапочке вижу. Падла прячется. Так, что-то надо пленочку другую, я так думаю. О, нормально. Прилетело. Диана. Тетя, вы где? Все. Вон она опять тут же. Сейчас придет. Рано. Ну, успел, кстати. Успел нормально. Аж запыхалась на фотоаппарат нажимать. И сейчас тете ничего не выпало, да? Че она за комнату-то блокировалась? Это прям какой-то изолятор. Почему дырки в стенах? О, здравствуйте. Вот эту комнату в этой, в катсцене показывали. Я думаю, что-то как-то незнакомо. Так, еще здесь какой-то вот этот предмет. Чик. Опять блокнот. Что касается пациентки в комнате изоляции, сегодня я снова наблюдал за ней, но мне кажется, что ее симптомы достигли точки безнадежности. Для такой, как она, с таким высоким духовным потенциалом, синдром лунного света почти всегда проявляется и с чрезвычайно тяжелыми симптомами. Она может быть самым крайним случаем, ее разум на грани краха. И ей удалось слабо цепляться за некое подобие сознания, наверное. Директор Хайбара отчаянно ищет способ помочь ей, но он уже столько всего перепробовал. На данный момент, делая что-то либо еще, он может только причинить ей боль. Кто пытает кого-то, походу. Человек с фотографией должен быть в этой комнате. Так открывает что-то. Но уже как-то поинтенсивнее события это развивается. Это она же только в детстве заходит в эту комнату. Я так полагаю, что это все-таки танцовщица сидит. Снова пришла ко мне. У нее очередной приступ. Быстрее позовите режиссера. Ну да, она явно танцевать не хотела в центре ритуала. Заставили. Так, тихо. Что где фотографировать? О, вот она. Женщина держит куклу. За 500. А что не за 300? Так. Это все, что в этой комнате можно взять? Я думаю, на столе что-то есть. О. Чик. Чик. Забираем. Пациентка в изоляторе на 4-м этаже немного стабилизировалась, но неизвестно, что может привести ее в себя снова. Сестра, которая называла пациентку
в изоляторе безликой, несколько дней назад она покончила с собой. По неизвестным пока причинам она вбежала в изолятор и покончила с собой прямо на глазах у пациента. Она проявляла признаки смертельного страха перед пациентом в течение некоторого времени. Если она так была напугана, почему она зарядилась там? Ее предупредили, чтобы она не болталась возле ворот. Когда обнаружили тело медсестры, комната была в ужасном состоянии, но пациентка просто сидела на кровати, улыбалась. Я сам не могу вспомнить ее лицо. Что-то подобное уже случалось раньше, и теперь все другие медсестры напуганы. Эти ворота стоят не для того, чтобы пациентка не вышла, а для того, чтобы предотвратить ее контакт с кем-либо еще. То есть, видимо, перед ритуалом или после, точно непонятно, нельзя ни с кем контактировать, да? 5 дневник, сколько можно? Я не хочу, чтобы вы знали, что у тех, кто имеет союзы, есть вход в них. Это бред какой-то написан. И забыли перевести его. Не туда надо. Юная Мисаки смотрит на Луну. Она прям предвкушает, да? Будущий ритуал. Я поместил свое «я» в куклу, чтобы если я найду своего селф, то я в нем узнаю, кто я, так я попал к своему, спускаясь куда-то. Ладно. Подожди, что-то еще есть. Видимо, дальше. Кто-то болтает. Подожди, а где? Какой-то предмет, но где он? Вот тут в углу? Нет, вот он там за стенкой. Хорошо, сейчас возьмем. Это единственное, что можно взять. Ладно, может быть потом разрешат. О, подожди. Опять пятнашки, да вы что, прикалывались? Прикалывались. Понятно. Кусок от пятнашек вот здесь валяется. В прошлый раз я эти пятнашки случайно решил. Еще что-то валяется. Где? Прям на полу. Дневник Мисаки. Мне сказали, что я больше не могу ее видеть, но мне так приятно быть вместе с ней. Чувствовать, как я разрываюсь на части, тоже приятно, но это другое. Когда наши два звука играют вместе, это приятно, и я не чувствую себя больной. Но они сказали, что я скоро больше не могу ее видеть. Я не думаю, что выдержу, если больше не смогу ее видеть, я не буду знать, кто я. Но Мия говорит, что я все еще я. Я чувствую себя в безопасности, потому что Мия здесь. Мия мой особенный друг, который остается со мной. Ми означает море, как у Мисаки. Я означает ночь, как у Сакуи. Мы всегда будем вместе. И плитка. Пошли пятнашки крутить. Ненавижу пятнашки. Что, переместить, ну? Как это работает вообще? Деревянных плиток можно переставлять для завершения узора, а это потом станет крайней, да? Я понял. Как между ними переключать?
Бля, все вроде ничего, но вот эта девочка, которая шепчет постоянно на ухо, это так раздражает мозг вообще. Как переключать между ними? Вообще не понимаю, как она работает. Мгм. Так. Надо переместить местами, поменять. Ты эти пятнашки придумал, нужно гвоздь в голову вбить. Я вот не пойму, девятка это конец рисунка или нет. Или 13 это конец рисунка. Нет, все-таки. Короче, я надолго с этими пятнашками. Так, 13, 4, 9, 13, 14 вроде верно собраны. Пятнадцать на место встало. Бля, как бы ее вниз-то убрать? Бля, как раздражает эта девка мелкая, а?
походу надо все попробовать сначала. Они на место вернутся, интересно. Да. Они остаются тут. Хочешь убить время, вставь в игру пятнашки. Плюс 20 часов обеспечено, я не знаю. Открытый мир, не слышали. Пятнашки наше все. Так примерно. Я вроде низ. Так. Так, вот это точно 8 на месте стоит. 10 попробовать надо загнать как-то. Прям заткните кто-нибудь, а, девочку эту. А, ну нет. Блядь, девочка реально, которая шепчет постоянно, вот просто... Она реально сводит с ума, блядь.
Это как тебе дает какую-то сложную головоломку, и тебе это, ну, отвлекает каким-то бибиканьем, допустим. Окей. А что делать человеку, который просто, ну, вот, ну, нет у него способности решать пятнашки? Ну что теперь, все, обречен? Подобные игры не проходить? Вот 11 номер не понимаю, куда запихать. Еще запутался, походу тут херам с собачьим вообще. Твою ж мать. А накрутил тут какой-то хуй. Жесть вообще. Сейчас еще минут 10 попробую. Нет, так... Просто вне стрима буду крутить, пока не получится. Сколько на это часов уйдет, я вообще без понятия. Но очень много мне сдается. Желательно вообще без звука это дело проходить. Так, теперь 15, да, надо? Вот вниз вроде собирается, а потом еще сложнее становится. Интересно, есть какой-нибудь гайд по пятнашкам? Ну, типа, ты не умеешь их решать? Посмотрел гайд и умеешь. Так, девятка должна быть вообще вместо семерки стоять. Пятнадцать вместо 5. Двенадцать надо запихать вместо 11. Вот как это теперь сделать, чтобы все это не разрушить? Так. Или нет?
Вместо двойки должна быть вот эта недостающая деталь. Двойка должна быть пустым. Дело в том, что и потом, как эту двойку выковырить, сейчас даже уже ее тяжело достать оттуда, не разрушая вот эту всю собранную картину. Если это так можно назвать вообще. К 6 и 10 надо местами поменять. Надо еще как-то луну сюда пихать эту. Опять должно быть на месте 3, наверное. Одиннадцать, где 12? Так. Теперь тройку как-то. Тройку и 7 надо местами поменять. Проще она собирается не по картине в целом, а вот именно по номерам. Это было жестко. Дневник коробки. Серьезно, я за дневника это крутил. Когда это было? В последний раз я слышал это гениальный звук моего собственного сонга. Ну, песни моей. Все, я хочу с этой комнаты выйти. Это шепчение уже очень сильно напрягает. Это пытка вообще просто была. Самая жесть пятнашки, и когда вот тебе на ухо что-то там вот так шепчет, это вообще очень тяжело. Угу. Помните. Ну, вот эти места я помню, да. Дальше что? Вообще на крыше. Вот это что на крыше железно? Луна. Луна падает. Как и подружка твоя. Пациент собирается спрыгнуть с крыши. Суицид. Ну да, затянуться за волос.
Обыщите территорию. Предсмертная записка. Прости меня, я должна идти вперед тебя. Это из-за меня, моего тела. Это тело, в которое так легко вселиться. Я причиняю всем столько боли, когда вещи берут надо мной верх, и причиняю боль всем. Я просыпаюсь и даже не помню, что я натворила. Я была бы так счастлива, если бы эта болезнь стерла из моей памяти только болезненные воспоминания. Мне жаль Сакую, она такая же, как и я. Мое сердце болит, когда я думаю, что она может страдать так же, как и я. Сигето, ты должен позаботиться о ней. Луна становится ярче. Сигето Сакуя Йо. Мне так жаль. Я даю себя в руки лунного света. Ну, по мне так говорят какой-то, ну... Первая половина записки понятна, потом непонятно. Короче, выходит. А как она на крыше вообще оказалась? Мы же вроде коробку трогали. О, я же говорю, тут что-то еще есть. Чик. Обновление для слуха. Чего? То есть у нас будут какие-то слуховые призраки? Странно. Так, ладно, эта штука поставилась. Ну да. Вообще без понятия, что это такое. Пятера камней. Я не знаю, надо там что прокачивать. Угу, вот как раз. 30 штук насобирать, и полностью будет собранные 3 линзы. Туда можно идти? Пространство в углу комнаты заполнено внутривенным. Внутривенным оборудованием. Господи, написали бы капельница, да и все по-русски. Че, мы уже в больнице? Ну, слушай, да, вот эти вот места показывали сейчас в катсцене. Давай сейчас вот эти ништяки мы пособираем. Сохраняемся. Будем закругляться. Ну тут у них прачечная была. Сушилка вон для белья. Все, больше тут ничего делать. Короче, валим отсюда. Ну, хоть денег много, слава богу. Ну так. Ну, почти 9 часов в игру сделано. Это 8 глава, еще 4. Короче, часов за 14, не меньше она будет проходиться. Ладно, вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.